Итак, всем, ребят, привет. У меня все как обычно, только я собираюсь записать какое-нибудь видео про что-то отвлеченное, то есть какое-нибудь обучающее видео, как у нас просто события сейчас, которые развиваются в мире с какой-то катастрофической скоростью, каждый день новые новости, просто сыпятся на нас градом, и, естественно, во-первых, я сама не могу мимо них пройти, потому что я все равно хочу посмотреть, что эти события значат, да, в мировом окрасе. Ну и также, думаю, и вам будет интересно, так же, как и мне, посмотреть, а что это вообще происходит, что нам в дальнейшем ждать по развитию этих событий, ну и так далее. И речь идет, конечно же, о недавних подрывах мостов, которые случились на территории Российской Федерации, но даже как бы не больше о мостах, как о том, что случилось с самолетами, да, все, наверное, уже знают историю с фурами, вот, которые выпустили дронов на территории РФ, причем это было не где-то с западной территории, это было на территории Иркутской, Амурской области и так далее. Атакованы были не просто какие-то там военные базы, а именно военные базы, где стояли бомбардировщики, которые, по идее, должны нести атомное оружие. То есть это прямой удар по стратегически важным объектам, которые именно обслуживают атомное вооружение. То есть эти самолеты, грубо говоря, способны переносить, это еще советской постройки, насколько мне известно, самолеты, которые способны перевозить ядерные боеголовки и также ядерное оружие. И на них было совершено, я не знаю, как это назвать, теракт, покушение, да, военная операция по ликвидации этих самолетов, нанесению ущерба и так далее. И все это, да, в преддверии стамбульских вот этих вот мирных, так называемых договоренностей, которые должны были обе стороны, Россия и Украина, да, провести. Я уже говорила в ролике, что нам ждать от Стамбула, я говорила, что там ничего абсолютно не будет достигнуто, что это не в настроениях и не даже не в интересах ни обоих сторон, ни России, ни Украины, а также даже США, то есть не заинтересованы в том, чтобы сейчас это все закончилось. И также я там говорила, что хотят до определенных людей каких-то дотянуться, то есть которые курируют западные элиты. Если кто не смотрел, посмотрите, достаточно очень интересные вещи, на которые я там вышла на тонком плане. Я даже сама не ожидала, что выйду на такие вещи, для меня это тоже было некой новостью. Но также я знала и говорила в телеграм-канале, рассказывала, что мне шло, и на ютубе, кстати, да, тоже рассказывала, что мне шло, что будет вот именно Лондон, что-то с Лондоном будет связано, что хотят прикрыть что-то в Лондоне, каких-то определенных людей и какие-то определенные элиты. Так вот, также я говорила о том, что перед стамбульскими договоренностями и вот в период, когда они уже будут входить в эти договоренности, будут усиливать давление, то есть именно усиление давления, показательной силы, да, и, к сожалению, это все тоже сбылось, потому что, когда я сказала, что Россия, и не только Россия, где-то и США, да, будут увеличивать давление, оказываемое на Киев, это все сейчас сбывается, и, к сожалению, то есть обстрелы те же самые, инфраструктуры, они увеличились. Ну и также и со стороны Украины это все тоже давление начало оказываться. Плюсом еще и вот эта вот беспрецедентная акция, да, которую назвали уже там в мире одной из гениальнейших военных операций, то есть по нападению на эти объекты, да, внутри, грубо говоря, тыла. Но, знаете, здесь все бы было хорошо, если бы не было интересного факта, что эти бомбардировщики не скрывались на самом деле не потому, что они, значит, у нас там, я не знаю, в стране там сидят идиоты, которые не могут даже эти бомбардировщики там чем-то прикрыть или еще что-то, а эти бомбардировщики не прятались по одной единственной причине, потому что есть некий договор,
о ядерном сдерживании между США и Россией. В том числе в этом договоре говорится о том, что вот такие вот стратегические, грубо говоря, самолеты там, или как там назвать, да, авиация, должна быть отслеживаемая и прозрачная обеими сторонами, чтобы что где находится, да, не загружаются ли эти там бомбардировщики чем-то, ну, каким-то оружием, не вылетают ли они никуда, чтобы все это можно было увидеть, грубо говоря, прозрачно, со спутников, то есть, грубо говоря, не прятать официально вот эти вот вещи. И знаете, то, что вот сейчас произошло, то есть вот этот вот момент с вот этими беспилотниками, это уже называют беспрецедентной акции в том плане, что он несет угрозу ядерной безопасности мировой. И я не раз говорила об этом, то есть то, что мне шло с тонкого плана. Я недавно говорила про то, что пытались там вызвать конфликт между Индией, да, и Пакистаном, чтобы развить ядерный конфликт, не вышло. Я много раз говорила о том, что Россию специально вот это вот наускивают для того, чтобы спровоцировать какой-то вот, ну, такой ядерный взрыв, да, какой-то контролируемый, который они хотят. То есть планы глобальной элиты — это устроить ядерный апокалипсис, то есть я об этом не раз говорила. Так вот, сейчас то, что произошло конкретно с вот этими военными дронами, фурами и так далее, это уже, ну, даже не открыто, это открытейший вызов, да, на то, чтобы, ну, ударьте нас наконец-то этой ядерной боеголовкой. И это я сейчас не придумываю ничего, я реально говорю о том, что, знаете, почему-то, когда я думаю об этом, и я пытаюсь на тонком вот как-то сопоставить с какими-то событиями, мне почему-то идет вот история с подлодкой. Помните, наверное, одна из самых у нас каких-то засекреченных таких моментов в истории нашей страны — это трагедия, связанная с подводной лодкой «Курск». Вот, и там очень много и слухов, и всего там по ней, но я ее смотрела на тонком, если интересно, в принципе, напишите, я расскажу этой трагедии, так как я ее видела с тонкого плана, вот, на тот момент, когда это все происходило, конечно, никакого там у меня YouTube-канала не было, чтобы рассказать о том, что там мне шло по этой трагедии, но, в принципе, сейчас, если кому-то до сих пор интересно, я могу сказать более подробно, но я могу сказать, что это не просто какая-то там, знаете, условно, я не знаю, трагедия там внутри этой лодки или что-то такое, какие-то неисправности, нет, это конкретно была, ну, случайная, грубо говоря, вещь, но она нарушала ядерную доктрину, то есть есть определенные моменты, написанные в законодательстве, грубо говоря, стран, да, когда они могут ответить ядерным ударом на какие-то определенные действия, то есть защита, да, какая-то вот своя, что вот если там нам вот сделают что-то, да, мы можем использовать вот такое оружие там против того, кто сделал это. И Курск, там конкретно шла угроза безопасности, очень серьезная, да, то есть даже не то чтобы угроза безопасности, это был беспрецедентный случай, но именно который, по идее, если бы все события того, как это было, были бы опубликованы, да, то это бы привело к тому, что нужно было использовать ядерную доктрину. И здесь что-то очень похожее. То есть здесь прям вот такое ощущение, то, что произошло, оно прям вот как будто вот прописано где-то в каких-то бумагах, да, о том, что на такие действия, грубо говоря, да, там страна может использовать в ответ, да, использование ядерного оружия. Причем многие, ну, знаете, люди начали уже называть вот эту вот операцию, которая была проведена с дронами в фурах, Пёрл-Харбор. Да, если вы помните, что такое Пёрл-Харбор, это нападение Японии на Соединенные Штаты, и вспомните, чем там все закончилось, то есть, да, здравствуй, Хиросима, Нагасаки, ужасная просто, я не знаю, даже экологическая,
там даже не то чтобы экологическая, человеческая катастрофа, которую до сих пор помнит весь мир. То, что многие языки начали уже говорить о том, что вот Пёрл-Харбор, сравнивать эту ситуацию с той ситуацией, это тоже не случайно, то есть мне не идет, что это случайно, потому что ощущение такое, что как раз-таки они это сделали, да, причем я сразу же оговорюсь, потому что я это уже смотрела на тонком, что когда я в первую очередь задала вопрос, что кто эту операцию вообще, грубо говоря, проводил или кто ее курировал, мне не пришло, что эта операция напрямую курировалась в Киеве, как сейчас говорят, да, что вот это вот Киев взял на себя эту операцию, да, типа, что это они сделали, но я не чувствую, что курировалось это все вот этими лицами, потому что ощущение такое, что курировалось это теми же самыми лицами, которые устроили вот то, что было в Крокусе. У меня, кстати, про Крокус тоже, кто не видел, есть видео, вот, где я разбирала Крокус на тонком, я смотрела, кто, что, зачем, почему там вообще устроил всю эту резню в Крокусе. И здесь такое же ощущение, что очень сильно похоже, то есть ниточки вот эти вот, да, тянутся туда же. То есть вот куда-то наверх, то есть, и они тянутся не в Украину, они тянутся на запад. И причем не просто на запад, а куда-то вот в Лондон, то есть вот опять же вот этот Лондон. Везде все дороги, как говорится, ведут в Рим, да. И сейчас тоже очень много интересных новостей на фоне этого. Я уже говорила о том, что Европа будет всячески сейчас пытаться развязать так называемую там Третью мировую, грубо говоря, открытое противостояние уже, да, с Россией, то есть чтобы не просто Украина воевала, но и воевали вот эти страны бывшего Советского Союза, то есть Латвия, Литва и вот эти вот, что они хотят вступить уже в прямую конфронтацию, то есть уже воевать не через одну страну, а воевать через несколько фронтов. И они сейчас вот этой вот своей операции, да, так называемой, вот такой вот ситуации, которую они создали, они пытаются эскалацию конфликта сделать, причем серьезную эскалацию. И на фоне этого всего, на фоне того, что сейчас, грубо говоря, встает вопрос о том, что вот на кону, да, вот таких вот выпадов уже идет речь о том, что давайте мы уже Медведю там, грубо говоря, уже полжопы откусили, лишь бы он ударил все-таки, вот начался какой-то ядерный конфликт, они говорят о том, что Лондон, да, сразу же практически после этого начинается говориться о том, что Лондон собирается, значит, какие-то там ядерные боеголовки, какие-то там ядерные эти устанавливать, чтобы вот открыто воевать с Россией. То есть они уже об этом даже говорят. И это все не случайно, то есть они не упускают, они хотят, прям вот у них сейчас очень сильное желание вот вывести эту войну на новый уровень. У них не получается, они понимают, что у них не получится где-то в другом месте этот конфликт развить. У них сейчас пан или пропал, понимаете, вот ситуация пан или пропал, либо все, либо ничего, поэтому они стараются ввязаться еще больше. Причем в Америке вот тоже настроение какое-то странное, знаете, я буквально на днях, то есть, ну, где-то вот, может, 2 дня назад, может, день назад, ну, где-то 2 дня назад, я почувствовала такое вот, знаете, как настроение Дональда Трампа, когда я подумала об определенных событиях и вот его какой-то настрой, и его настрой, он не очень положительный, знаете, вот он как будто вот сейчас даже где-то очень сильно напряжен, то есть, знаете, человек, который не то чтобы там расстраивается, что проигрывает, или там радуется тому, что выигрывает, нет, как будто вот сейчас какие-то очень-очень напряженные вот вещи, когда
ты находишься в таком состоянии, что тебе нельзя проигрывать. Вот знаете, как будто какой-то один неверный шаг может как бы вот как подножка, да, тебе быть, после которой ты запнешься, и он не может себе этого позволить, то есть нельзя, вот он идет, ему нельзя, ему надо крепко очень стоять под ногами, вот, не падать, потому что слишком много всего делается для того, чтобы его как бы свалить с ног, да, и он идет, он крепко пытается стоять на ногах, но он понимает, что вот путь перед ним, он полон таких вот ловушек и опасностей, где все делается для того, чтобы он споткнулся, да, хоть где-то. И в этом плане он очень сильно внутренне напряжен, и где-то даже идет вот такое, знаете, напряжение сосредоточенности, то есть сосредоточенное напряжение. И также я могу сказать, что недавно, может быть, кто-то из вас видел, что Илон Маск ушел с поста, вот, с овального кабинета, то есть официально его сняли с должности. И знаете, что интересно, на что я обратила внимание очень сильно, и мне этот факт не понравился, я думаю, многим из вас он тоже не понравился, то, что у Илона Маска был синяк под глазом. Многие из тех, кто смотрит мой канал, давно уже знают, что это, и я даже рассказывала об этом, что это означает, по-моему, на своем телеграм-канале, если я не ошибаюсь, я рассказывала о том, что означают вот эти вот синяки под глазами у всех знаменитостей, почему они все так или иначе ходят с синяками, и что вот совпадение, да, что в это же время, когда у него этот синяк появился, его снимают с должности, вот, он говорит о том, что он останется неофициальным советником президента, трали-вали, но, знаете, когда я это все смотрела, я понимала, что это как наиграно, то есть не останется он внегласным советником, ничего такого не будет, но при этом я тоже ощутила, как вот напряжение со стороны Дональда Трампа, то, что он очень сильно озабочен, то есть он как будто, знаете, ему вот, ну, это не разочарование, а типа, что именно как напряжение от того, что происходит. И также, знаете, первый раз за все время я увидела на Маске непрогляд. То есть это он не бесился со своим маленьким ребенком, который зарядил ему кулаком в глаз, это явно не так, потому что до этого я очень хорошо чувствовала Илона Маска, то есть я могла его прочитать, я улавливала его эмоциональное состояние, я улавливала его энергетику как человека, да, то есть я могла уловить его как живого человека, как любого живого человека, вот там возьму фотографию любого человека, да, и начинаю считывать его энергию, то есть я могу уловить энергию человека, грубо говоря, да, с его вот как энергоследа, да, то есть и понять, то есть как-то его внутреннее ощущение, да, его внутреннее отношение, еще что-то, то есть в каком он находится состоянии, здесь полный непрогляд. То есть, понимаете, как будто человек, он в какой-то тени, как будто его, ну, не то чтобы не существует, нет, как будто он в какой-то тени находится, в которой его невозможно увидеть, и это очень нехороший знак. То есть не очень хорошие энергии идут, и там защиты определенного типа. То есть я не знаю, почему он это сделал, кто его туда загнал, грубо говоря, да, и насколько сейчас, ну, мне идет, что ему сейчас вообще нельзя доверять. То есть вот в таком плане. Человек полностью, ну, как будто поглощен чем-то, его как будто вот поглотили именно, то есть даже не то, чтобы как-то, вот, не знаю, ему там голову задурили, что, как будто вот поглощение какое-то было полностью, вот как сознание, да, поглощение сознания, поглощение чего-то, и уже вот этими людьми управляет что-то извне. То есть они уже сами не
мыслят, не думают, не могут, да, жить какой-то самостоятельной, вот своей самостоятельной идеей, грубо говоря. Вот такие вот, я не знаю, как новости, не новости, взгляды. Но я, как говорила ранее, у меня нет ощущения того, что реально хотят именно ядерный потенциал использовать. То есть такое ощущение, что определенные люди в России, и не только, видимо, в России, то есть определенные люди, и причем и в Китае, тоже потому что Китай очень сильно на этом завязан всем, на этом противостоянии, да, знают, что хотят вот выпросить вот это вот атомное оружие, да, примените, но нет. И в том числе, знаете, вот это отмалчивание, которое сейчас идет, просто вот молчание, да, ну, я знаю, что Министерство обороны там, знаете, очень сухо в 3 словах сказала, было там террористический акт, или как они это назвали там, да, вот, и все. То есть и дальше молчание ягнят. Никаких комментариев, ничего, ни со стороны там президента, ни со стороны других лиц. Просто вот какая-то тишина, знаете, вакуумная тишина. И люди очень сильно волнуются, люди переживают, но такое ощущение, что вот эта вакуумная тишина, это как мы просто не будем делать вид, ну, как вот, что это было. Вот я говорю, как ситуация в Курске. Вот просто отмалчивание какое-то. Просто отмалчивание, отмолчаться. То есть как проглотить и отмолчаться, потому что ждут ответных действий. Вот такое ощущение, что это было сделано для того, чтобы получить вот эти ответные действия какие-то. То есть для того, чтобы именно какие-то, я не знаю, я бы не сказала необдуманные, да, но чтобы вот типа сильно ударили или еще что-то, чтобы какая-то вот сильная ответка была. То есть для вот этого сделали. Им нужен повод. То есть и опять же, у меня вот, я говорю, все ниточки вот эти вот, да, все дороги ведут в Рим. И опять же мне идет, что это вот связано не с Киевом, а связано с Лондоном в первую очередь. Даже Франция как вот марионеточная, что скажет, то и делает. У Германии какие-то свои интересы. Но основное почему-то идет пищеварение именно вот этого всего. Это в Англии, в Королевском дворце. Но почему-то вот не Карл вот этот вот. Карл вообще не удел. Какие-то другие люди там есть. Знаете, как будто вот в новом мире вот сейчас они начали терять власть, вот эти люди. Они начали терять власть, и это им очень сильно не нравится, потому что основа — это именно то, чтобы вот держать весь мир в своих руках, то есть вот эту власть, да, всю в своих руках. И они хотят эту полностью власть вот себе как-то вот скрутить, вот как скрутить в бараний рог, знаете. И почему-то идет, вот если по карте образ идет, то этот образ ложится на вот как вот, знаете, как Евразия, вот где даже не сколько, вот Россия, да, вот эта территория, потом ниже туда идет вот Монголия, Азия, причем там же вот страны, наверное, там Индонезии, Индии, Малайзии, то есть вот это вот вся, вот этот вот весь какой-то закуток, да, вот в срезе как-то. И вот его вот берут и вот так вот закручивают как-то. И вот пытаются его скрутить именно, и чтобы точка вот выхода и входа была вот в этой Англии, то есть закрутить как вот вот, знаете, не под свое крыло, а чтобы вот принадлежало все как бы человеку, и он полностью контролировал это. Очень много каких-то людей продажных контролирует он. Люди, которые за деньги делают определенные вещи. То есть это какие-то конгрессмены или как их там называют, политики, да. То есть которые вот любят как взятки. Знаете, коррупция вот это вот. Очень много в Европе, но и очень много таких людей коррумпированных, которые контролируются. Им это находится в США, в Канаде. Но в Канаде почему-то там даже не сколько коррупция, сколько как будто они ему должны что-то наоборот. Даже я не могу понять, то есть это один человек или... Нет, это не семья, это вот какой-то человек, который стоит
тоже на определенной вершине. И он как бы находится в сговоре тоже с какими-то компаниями, с владельцами, то есть с какими-то компаниями, с какими-то еще людьми, то есть, знаете, как интересы общие, то есть, которые они как продвигают, да, то есть, чтобы вот им потом было жить хорошо. Вот как-то вот так, ребята. Все-таки не бросают они свои идеи, и провокации вот эти, да, попытаться все-таки вывести на то, чтобы развязать эту так называемую, не знаю, Третью мировую, да, развязать прямой конфликт между Европой и Россией. Все они для этого делают, и я думаю, что ФСБ там, да, у нас, или как там, вот, кто расследует вот это вот все, связанное с определенными вот этими, я не знаю, как террористическими их назвать, моментами диверсии там и прочего, то есть, примерно понимает, куда тянутся все вот эти вот ниточки, то есть откуда и что, куда курируется, то есть для них это все гораздо более понятнее, да, прямых бенефициаров, нежели для обычного простого населения, потому что я смотрю на тонком, и вот я вижу, да, вот обычное простое население, оно прямо мыслит, то есть для них вот четко понятно, вот, значит, есть какой-то теракт там, допустим, какая-то вот это, и есть там вот СБУ, там, грубо говоря, или вот там, грубо говоря, там, Украина, да, это делает, но давайте смотреть правде в глаза. Если бы нечто подобное сделала Россия, то есть, да, со стороны России, то уже бы всякие там фон дер Ляйены гавкали на весь мир, да, уже бы там Макроны, там, Макароны и прочие бы орали о том, что давайте введем 3500 санкций, что Россия это агрессор, посмотрите, как ужасно, что они делают, они же пытаются развязать Третью мировую ядерную войну, там, или еще что-нибудь, там бы куча говна просто полетела со всех сторон, но здесь тишина, еще и наоборот, да, со стороны каких-то высокопоставленных лиц тишина, а в пабликах везде там это все развивается как унижение Путина, да, вот посмотрите, что вот можно там бомбардировщики долбануть, там сотни там, да, и так далее, и как-то вот унижают, то есть и людей, да, это диверсия по большей степени даже направлена не на то, чтобы реально там уничтожить, да, конечно, там бесспорно, что уничтожены какие-то военные там определенные объекты на какие-то там суммы, да, миллиард, допустим, но смысл диверсии сам это вот как народ настроить против человека, то есть, понимаете, поднять народное внутреннее волнение, да, то есть поставить человека в неудобную позицию, как бы эмоционально вот это вот сбить, да, какой-то вот, именно это больше какая-то моральная операция, нежели, грубо говоря, физическая, да, то есть то, что должно морально ударить, то, что должно вызвать именно моральную дестабилизацию внутреннюю. И придумали ее тоже не в Украине. То есть почему-то, когда я думаю о том, что кто придумал, вот мне идет Урсула фон дер Ляйен, но я не думаю, что это она придумала, да. Я думаю, что она просто как образно выступает в виде образа, именно в том плане, что вот эти структуры, да, это же Еврокомиссия, там евро какие-то вот эти вот все заморочки, то есть это не конкретная какая-то страна, да, там в Европе, а именно вот этот их блок НАТО или что там, да, который вот именно какой-то военный совет, грубо говоря, общий, да, вот этих стран, то есть вот там это было придумано, как в принципе и то, что было в Крокусе, тоже оттуда тянется, вот тянется туда же, откуда вот тянется Крокус. Они много таких, знаете, сделали каких-то вещей по всему миру. Где-то на Востоке, Ближний Восток, или как это назвать. Тоже куча таких подрывных действий каких-то было сделано. Вообще они на постоянке это используют. Вот идет Black Lives Matter, вспомните вот это вот в Америке история, когда там парня убили, вот, и вот это вот
пошло там восстание якобы за права там и так далее, вот это Black Lives Matter, или как оно там, которые там громили витрины, там уничтожали магазины, а люди просто боялись в собственных домах, что к ним забегут, там пристрелят их, убьют и так далее. Это реально, я разговаривала, общалась с людьми, которые живут в США и которые жили в тех штатах, когда вот эта вот вся там, я не знаю, даже беспрецедентная ситуация была, и люди реально боялись даже в собственных домах сидеть, потому что даже вот стены собственного дома не защищали их от вот этого всего, то есть там настолько вот эта вот волна была безнаказанной, да, что им там можно было чуть ли не убивать на улицах, и им ничего никто за это не делал, то есть вот они умеют вот такое делать, то есть они прям вот управляют такими вещами. Они очень давно всем этим занимаются. Это их умения, то есть это их навыки по дестабилизации определенных масс, структур, людей, какие-то вот такие операции проводить, знаете, для восстания людей, для восстания масс, что-то вот такое. То есть они постоянно, они умеют управлять именно, не знаю, как это назвать, это даже не одного человека, да, вот как-то вот системой мозга, там, грубо говоря, там, сознанием, а вот прям как-то волну какую-то создавать, да, которая вот людей начинает дестабилизировать, то есть, знаете, вот как, я не знаю, волна в тазике, когда из одной стороны в тазика в другую и обратно, вот так вот, как качели такие, знаете, вот волны, то есть как эмоциональные качели какие-то вот такие волновые создавать, но не конкретно одного человека, а толпы людей, толпами, то есть, и очень много, знаете, вещей, которые происходили в 2014 году, управлялись ими в Украине. То, что в 2014 проходило, управлялось ими, в том числе и то, что произошло в Одессе. Вот так мне сейчас идет. То есть то, что произошло в Одессе, это было не каким-то, грубо говоря, случайным событием, нет. То есть это была умышленная провокация. Она была спланирована какими-то людьми. То есть то, что там произошло, было спланировано. Им нужно было создать прецедент, что это нормально. Это нормально, вот так надо делать. То есть еще больше, еще. Это все должно было захлестнуть и поработить. То есть вот тот же самый Донбасс. Оно сыграли на опережение. Как будто вот, знаете, в их планах не было развязать именно вот это вот военное противостояние, да, между там ЛНР, ДНР и Западной Украиной, то есть не было. Они хотели наоборот, то есть как поработить вот это вот место быстро и поработить именно тем, что вот такие вот, националисты, грубо говоря, да, а это называется национализм все-таки в рамках как бы всего, как это ни называй, и чтобы они просто вот поглотили, то есть как бы поглотили и заставили бы преклониться людей, то есть заставили бы их, не то чтобы заткнуться, а вот как вот, знаете, рабов на колени ставят, да, то есть людей поставили на колени, и чтобы они как вот преклонились и как не смирились, а вот именно как, знаете, как захват, когда происходит, да, вот женщины, дети, старики, и приходят там какие-то солдаты или кто, и они их морально подавляют, то есть, да, ставят на колени и морально подавляют, что это население, оно становятся морально подавленными, да, и они ничего не могут сделать, они не сопротивляются, то есть они как вот рабы, не рабы, да, но они подавленные, то есть вот такие вот, грубо говоря, свободные рабы, да, ну, как оккупированные территории или что-то типа того, понимаете? Я сейчас не говорю, что эти территории не Украины или они там оккупированы или еще, я сейчас не об этом, я говорю о сравнениях, допустим, когда вот война приходит, вот так вот, то есть это население как бы, да, когда оккупируют в войне, вот это население подавляют, и оно вроде как и живет дальнейшей своей жизнью, да, что-то там ходит, что-то там делает, но при этом оно боится, и оно не свободно, оно боится тех, кто завоевал, да, вот эти вот территории. И вот здесь что-то подобное, то есть
здесь была бы, ну, так как это все-таки одна страна, да, но здесь вот идеология, то есть была бы вот это, то есть их бы просто как поставили на колени, да, и, грубо говоря, превратили бы, то есть основная идея была превратить их как типа в людей второго сорта, которых, ну вот, наверное, как реально, если с чем-то сравнивать, то «Здравствуй, Германия», да, когда происходили вот эти вот вещи касательно людей, которые, ну, так скажем, искали определенные расы, да, которые отличались от арийских, и объявляли их людьми второго сорта, и что-то там, какие-то репрессии определенного вида в отношении этих людей использовались, как вот вы, типа, вот не такие, и, значит, вы, типа, недолюди. Вот, изначально вот такого плана собирались что-то сделать, а подобное уже было, да, уже в некоторых странах было сделано постсоветских. Почему-то мне идет Грузия, другие не идут, ну вот Грузия идет. Такое уже что-то делалось. Вот, просто начать гнобить человека, да, называть его недочеловеком или еще что-то, просто вот за то, что он как бы объявлять его как людьми второго сорта. Вот что-то такое. Не на государственном, ни на что, но вот просто подавление внутри территории, на которой он живет. То есть внутри собственной же страны, грубо говоря. Вот так. Это должно было ждать вот эти регионы, но ну, мы сами, наверное, понимаем с вами, да, кто воздействовал на опережение. И здесь не Россия. Здесь очень большая такая длинная рука Китая. Там ресурсы, там идут войны за ресурсы. В принципе, я об этом тоже говорила, что основная задача — это ресурс. То, что там нужно всем, причем сторонам конфликта. Вот так вот, ребята. Так что, скорее всего, мы не увидим каких-то мощных ответок после того, как произошло, да, подводя итоги этому всему. Мы увидим какое-то такое, знаете, молчаливое отмалчивание, игнорирование. Возможно, будет что-то сказано, но это не будет нечто такое, что сейчас мы за это всех там нагнем и так далее. Нет. Что-то, конечно, будет, как бы какие-то, может быть, запугивания со стороны России, что вот припугнуть, да, что если вы так думаете, что, типа, мы там слабы, то это не так, но реально конкретных каких-то прям вот таких, знаете, действий, типа реально, как в Хиросиме и Нагасаки, нет. То есть они прекрасно понимают, те люди, которые руководят этими всеми процессами, о том, что цель есть развести на ядерку. И это понятно очень-очень давно, наверное, с самого 23-го года точно. То есть постоянно идет раскачивание на то, что примените, прям выпрашивание, я об этом тоже говорила. Вот, что я как-то вот, знаете, записываю все это, и какое-то ощущение странное. Вот опять же я чувствовала Трампа, да, что вот он идет, боится споткнуться, и вот сейчас он как будто тоже, вот знаете, накалена вот эта ситуация, то есть он сейчас, когда узнал про вот эту диверсию, да, он очень сильно напрягся, то есть потому что здесь какие-то его планы пошли не так, то есть это какой-то такой был момент, который заставил его очень сильно напрячься, потому что сейчас нельзя ошибаться. Вот. Все-таки вот, возможно, еще не только это, да, его в такое состояние вогнало, но и вот это тоже. То есть сейчас какие-то очень-очень крупные, я не знаю, даже шаги, не шаги, но ставки очень высокие. Вот сейчас очень-очень высокие ставки, какие-то максимально высокие ставки вот именно в игре идут, в которую они играют, да, вот эта вот политическая игра. Очень-очень высокие ставки, и каждая сторона конфликта, она на каком-то на пике, знаете, своих вот этих вот ставок, да, пан или пропал. Но я не вижу Россию и США заодно, то есть как будто их как трое. Дональд Трамп сам по себе, в Европе, как Лондон, да, тот, кто вот в Европе, это все Лондон, сам по себе.
то есть Европа вот эта вот сторона, да, я не знаю, англосаксы или как там, ну, англосаксы это одно и то же, а здесь вот именно вот это вот они сами по себе, Лондон, а Россия, она как бы сама по себе в этом плане. Да я бы даже не сказала, что это страна России, Россия и Китай. Но типа Россия сейчас даже особо Китай не намерена слушать. Очень сильно высокие ставки, очень сильно. Там все решения и игра выходят в руки одного человека. В США какая-то сейчас внутренняя возня в основном идет, которая очень сильно мешает. То есть такое ощущение, что какие-то люди внутри США, да, они как будто вот начали какую-то возню устраивать, я не знаю, внутреннюю вот, как внутренние какие-то проблемы, внутренняя вот возня, что типа вот это не то не это, ну как бы вставлять и палки в колеса с одной стороны, но даже тут не палки, а вот устраивать какие-то вот внутренние как дебаты, дебоши, вот чтобы вот отвлекать внимание какими-то вот внутренними, я не знаю как, вот моментами какой-то внутренней политики или возни внутри общества, что-то такое, какая-то мелочь, то есть то, что не связано вот с тем, что сейчас вот эти вот политические внутримировые, да, идут моменты, которые не дают сосредоточиться до конца вот на вот этой вот внешней политике, не дают моменты, чтобы вот заняться ей вплотную и не обращать внимания ни на что другое. То есть вот эти люди, они как отвлекают, они не дают вот сосредоточиться, да, на этом. А Европа, она наоборот, знаете, они как будто вообще ни на чего не хотят обращать внимание, то, что у них творится там, да, на внутренние какие-то моменты, еще что-то. Они вот как будто на все закрывают глаза, и вот только вот я вижу вот свое то, что я хочу, да, вот знаете, вот у меня вот есть там цель, вот это я хочу там, не знаю, воевать там, да, вот, допустим, с Россией там или что-то, вот у них вот эта цель какая-то по макро идет, и они ни на что остальное вообще не хотят. Вот я хочу вот выиграть вот в этой вот войне, которую я сам начал, да, вот я хочу, чтобы было по-моему, я хочу вот, добиться, вот добить, то есть, знаете, как будто нет понимания, когда нужно уступить или когда нужно, перегрузиться, да, отойти в сторону, как-то это, нет, вот я додавлю свое, я додавлю то, что я хочу, нет, я все равно это сделаю, знаете, вот как вот назло маме палец отмороженный, вот сделаю то, что я хочу, вот такая вот как вот баранья упертость, вот я все равно вот это, и не обращает внимания вообще ни на что, то есть это с одной стороны где-то, да, хороший момент в свойствах людей, да, а где-то это играет очень злую шутку. Вот сейчас в Европе вот это вот какая-то однополярный взгляд такой, да, вот я смотрю только на это, а на все другое вообще не замечаю, оно где-то играет злую шутку, потому что человек, знаете, вот, мы возьмем Европу, да, как, грубо говоря, вот как человека, как единый организм не подстилает соломку. То есть, потому что слишком зациклен на чем-то, то есть вот слишком зациклен на чем-то и нет. Вот я готов все бросить в топку, все ресурсы, все вообще, да, лишь бы вот достичь этой цели. И я не задумываюсь о последствиях, я не думаю о том, что может произойти, я не думаю о том, как потом эти ресурсы восстанавливать, еще что-то, то есть нет абсолютно ничего, вот я бросаю в эту топку, да, и я не смотрю, то есть назад не оглядываюсь, а что там у меня позади, да, и сколько там вещей осталось в моей квартире, потому что я не могу кормить огонь вечно, и вот они об этом как бы вот, как будто вот это даже не азарт, это вот, знаете, это как человек, да, который попадает в казино, и когда азарт переходит в вот такую вот наркоманию, да, когда человек становится одержим игрой, и он такой, нет, вот я вот сейчас точно выиграю, сейчас вот эта монетка точно будет выигрышной. И в итоге он все свои деньги, да, все ресурсы он впуливает в эти там автоматы или что в казино, да, и в итоге потом бах, и он сам не понимает, как он остался ни с чем, да, вот просто вот все казино забрало, а он такой, и все, да. То есть это момент, когда азарт переходит в одержимость. И вот у них
Сейчас вот такое какое-то состояние, то есть у многих из них, когда это уже стало одержимостью, то есть это уже не азарт, это уже одержимость, да, одержимость какой-то идеей, одержимость чего-то, чего я хочу достичь, да, получить вот этот джекпот, и они готовы вот просто вот не считая сколько чего, вот вбухивать в надежде, что я хочу этот джекпот, хочу, и настолько вот оно уже как наркомания, вот этот джекпот, что они не видят ничего кроме этого. Это может очень-очень плохо сказаться на всем. Пока что я не вижу, что это все смертельно как-то, да, для там Европы, что некоторые говорят, что она развалится там, или вообще экономики там Европы рухнут, или там что-то такое сулят там, да, я этого не вижу. Может быть, люди будут жить хуже, да, вот это вот да, как будет упадок какой-то, но прям вот смерть для Европы нет, такого не будет. Но период стагнации и упадка будет. И опять же я вижу внутренние какие-то беспорядки. Опять внутренние беспорядки. Меня задавали вопрос, когда я в прошлый раз по Европе посмотрела и сказала, что в Европе вот что-то какие-то будут вот беспорядки, да, что-то вот будет такое не очень хорошее, когда люди бегут, когда что-то вот, ну, какие-то, не знаю, не то чтобы взрывы, но что-то вот непонятное такое. И меня спрашивали, то есть, что не ядерка ли это, или не какие-то там ракеты. Нет, вот сразу скажу, нет, это я не вижу, как это, что это военные действия какие-то, или что-то подобное, хотя, возможно, будут какие-то даже столкновения частично в каких-то странах, не могу сказать, с армией, да, вот, но здесь нет, здесь внутренние беспорядки, то есть, когда ну, люди, которые живут в этой стране, начинают вот эти беспорядки проводить, какие-то погромы, понимаете, какие-то массовые вот непонятные, как, ну, это не восстание даже. То есть восстание это когда там свергнуть там какого-то президента, еще что-то, а тут нет. Тут это не восстания какие-то, это не там против каких-то политиков или что, нет, это просто какие-то беспорядки массовые, это какой-то вандализм, я не знаю, какое-то вот что-то неконтролируемое, вот какие-то банды, возможно, или еще что-то, то есть где правительство или милиция не будет с этим справляться, то есть возможно, что плохой уровень жизни, как раз-таки вот опять же вот это вот упадок, да, период упадка приведет к такому, не знаю, какому-то более маргинальному, какому-то агрессивному поведению населения, то есть очень-очень сильно что-то, что власти не могут контролировать внутри страны, понимаете? Больше вот это. Ну и я уже очень много сказала, ребята, вот по вот этой всей ситуации на самом деле. Мы сейчас находимся в такой пиковой, очень-очень какой-то, знаете, точке. Даже не знаю, я не назову это красная линия, да, нет, но это какая-то точка очень напряженная, очень такая напряженная для всех, да. Это точка, когда нельзя упасть, когда вот каждый я не знаю, неверный это выстрел, да, может привести к каким-то последствиям, то есть когда все стороны находятся в каком-то вот максимальном пике напряжения, и что, как будет развиваться, даже я вот сейчас не могу понять, на чьей стороне сейчас, грубо говоря, как временные линии, потому что я вижу, что вот это вот, как вот эта вот точка напряжения завязывается в какой-то узел. То есть как будто вот все это завязывается, вот все три стороны, да, вот три стороны, как в Эльфелевой башне, знаете, вот три стороны завязываются в какой-то общий узел, из которого потом будет буф. То есть буф это не что-то там взрыв или еще что-то, это какая-то ситуация или какой-то прорыв или что-то такое, это какие-то события, стремительные, какие-то взрывные события. Опять же, это не связано с войной или с бомбами или чем-то, нет. Это какой-то прорыв на уровне того, как жил мир раньше и как он будет жить позже. То есть это какой-то прорыв именно того, что как раньше
мировая общественность, наверное, жить не будет. То есть оно вот этот узел, он как-то по-другому развяжется, и вот эти три стороны, да, три вот этих вот, ну, грубо говоря, три линии после вот этого узла, они взорвутся в единый поток. Вот как-то вот так. То, что я на данный момент вижу. Посмотрим, что это будет, потому что я сама пока еще не до конца понимаю свои ощущения по вот тому, что из этого узла выстрелит вообще, да, после этого узла. Но как будто мир очень сильно изменится. Такое идет, что это будет что-то другое. И это будет что-то молодое. Это, знаете, как молодое поколение, подростки, да, которые вообще видят мир по-другому или смотрят в какое-то будущее. То есть совершенно другое, иное будущее, чем было у их предков. То есть здесь какое-то будущее, в которое смотрят вдаль. То есть какой-то другой взгляд, да, нового поколения, новых нас, да, новых людей, которые будут после развязывания этого узла, вот этого поколения, на то, куда идти, в какое будущее двигаться. Вот, как-то так. На этом я завершаю. Вот. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, присоединяйтесь к Солнечному клубу. Всем вам буду бесконечно рада. Вот, в Солнечном клубе мы сейчас очень-очень крутые разбираем стримы, прямые эфиры, где меня можно послушать в прямом эфире, поговорить со мной, задать мне вопросы. Там мы сейчас разбираем психологические защиты и как они связаны с теми программами, которые нам внедряют, да, для управления нашим сознанием. Я там рассказываю на примерах, то есть где мы можем увидеть вот эти вот примеры того, как, руководя нашими же внутренними системами, нами манипулируют, и рассказываю, как от этого избавиться. Поэтому присоединяйтесь, будет интересно. Ну, у меня на этом все. Обнимаю еще раз вас всех. Ваша Надежда Солнечная. Люблю. Пока-пока.